Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие котики, привет, привет. Мы сейчас с вами погадаем на тему. У нас тема сегодня будет его мысли и сны о вас, потому что мы просмотрим с вами, не то, что он просто думал о вас сегодня, мы с вами посмотрим, снитесь ли вы ему. И, скорее всего, даже если он с вами где-то не общается, вас игнорит или еще что-то происходит, да, мы посмотрим, что же ему снится. Но, мои дорогие, если кто не знает, вот в начале прямо стрима говорю, если вы хотите, например, посмотреть про секс что-то, да, посмотреть более так приземленно, как ваш мужчина относится к вам, вы можете зайти на пикового, девочки, короля, там, где он гадал вот на это слово, которое я сейчас не произношу. Так что, кто хочет, там, как говорится, Пиковый уже всех призывает, девочки, что он себя ведет как-то по-озабоченному, да. Можете даже посмотреть, как он гадает, девочки, потому что когда, может, какие-то мысли у него непонятные, то он начинает и рассматривать это в гаданиях, а почему бы и нет. А у нас сегодня будет с вами гадание про его сны, про сны вашего мужчины и про его мысли, как это пересекается день и ночь. И насчет снов мы действительно не загадывали, не разгадывали, девочки. У меня вот столько гаданий, да, и, например, даже Пикова говорит: о, я придумал новую тему. В результате он ее просто вводит на ютубе посмотреть, а может кто-то уже что-то, гадания такие были, и в результате все время я ему попадаюсь, что у меня уже такие замысловатые гадания были, те, которые он хотел. Так что мы уже давно с вами велосипед изобрели. И перед тем, как мы с вами начнем гадать, все-таки подождем еще тех девочек, кто еще, как говорится, не добежал, кому еще не пришли оповещения. А я вам покажу очень интересную штучку, девочки. У меня просто подкашиваются ноги. Вы уже видели. Мы будем сегодня на Таро гадать, кстати, на Таро фамильяров, для того, чтобы разгадывать сны, и на таком вороньем, как говорится, Таро, на черно-белом. Хотя это воронье у меня уже второе Таро. Первое, девочки, это некро-таро, там, где очень много ворон. А вороны в магии тоже имеют такое большое значение. Но я вам покажу тут одну такую фишечку, мои дорогие. Вы же любите что-нибудь интересненькое, да? Я вам показывала уже вот этот, девочки, череп. Но это, я вам сейчас покажу, что это за череп, кто его сделал. Немножко вас введу в курс дела. Это реально художественное произведение, да. Я реально люблю такие вот, знаете, вещи творческие. Даже сколько бы они ни стоили, да, но если это реально такое вот, знаете, художественное, я просто тащусь от этого всего. И этот череп, девочки, это супер. Но кто его сделал? Сейчас я вам покажу, что шло к этому черепу. Это мне такой с Киева подарочек, да. И смотрите, девочки, это был такой вот конвертик. Черный конверт, в котором был вот такой вот сертификат смерти. Он на английском языке, если вот полностью не переводить тут, очень таким красивым, знаете, старинным, я бы даже сказала, английским языком написано, что я череп такой-то, такой-то, Jack of the Dust. Это в переводе получается, девочки, Джек пыль, да, пыльный, Джек пыльный. Но если переводить вообще полностью, Jack of the Dust это валет пыли. Мы в историю ударяться не будем, это чисто такое английская уже идиома, грубо говоря, да. И дело в том, что вот этот черный череп, это такое художественное произведение с Австралии, мои дорогие, которое сделал Эндрю Фёрст, хотел сказать Эндрю the First, как короля, да. И, в общем, он сделан в студии Квинсленда в Австралии. И вот такую вот еще записочку тоже для меня заказали. Ведьмочка заказала. И тут написано: привет, Елена, поздравляем тебя с Securing охраной. Ну, девочки, так вот перевожу, как знаю, да. Этого скелета убийцы. Только вот это вот слово я не понимаю, честно. Вот даже пока лень в переводчик лезть, но I don't understand what is it, what this word means. И спасибо за твою поддержку. Jack of the Dust, валет
пыли, да. Но это я к чему все это показываю? Это, мои дорогие, не просто, знаете, вот какая-то такая игрушка или еще что-то. Это реальное, очень мощное творчество. И если даже вот вы бы зашли даже в тот же магазинчик, мои дорогие, тут, конечно, цены бешеные, да, но оно действительно того стоит. Я сейчас вам покажу. Вот это сайт такой их. И если зайти, ну вот вы посмотрите просто, какая красота, да. Тут, наверное, плоховато видно, да, но обратите внимание. Одного глаза нет и есть. Вставной такой, да. Дальше я вам сейчас покажу еще. Вот золотой череп, смотрите, тоже. Это для любителей золота. Вот реально такие магические вещи, что мама дорогая. А смотрите, какой тут череп. Это просто, знаете, обоссаться и не встать. Стеклянный череп, внутри которого вот такой вот эмбрион идет, да. И этот эмбрион, это как третий глаз, понимаете. И ребенок рождается не в животике сразу, а рождается там, где третий глаз. Посмотрите на статую свободы. Смотрите, какая статуя свободы. Но это все для меня. Это моща из мощей. Моща. Вот это какая красота. Вот оно украсит реально любой такой дом. Ну, ведьмовской это точно. Смотрите, доктор чумы. Такая вот страшная вещь, да? Смотрите, какие тут эти вот скобы. Реально скобы. А еще внутри, смотрите, череп, да? То есть на череп одета эта штука, которая предохраняла с благовониями людей, чтобы они не заразились. Кстати, вот чумой тоже думали, что они зарождаются через воздух, да? Ну, оно как бы так и есть. Сейчас этот коронавирус наш, тоже с такими же намордниками ходим. В общем, девочки, тут столько всего такого классного. Вот смотрите, череп кровавый, да, и мозги, как типа свежеснятый. Ну, такие мощные, конечно, вещи. И там в интернете, короче, на самом деле вот таких вот глубоко философских и таких очень красивых очень много. Что-то я еще видела такое. Ну, даже вот такие, смотрите. Чего тут только нету. Ну, они спецы, что не скажешь, это люди-спецы. Но тут еще много таких интересных было, да? А посмотрите на этот череп. Или вот эти. Не знаю, девочки, как вам. Я думаю, не каждый может узреть тут какую-то красоту, да? Но я думаю, что если мы уже с вами тут собрались, то мы эту красоту видим. Посмотрите, какое чудо. Даже вот эмоция. Как можно на скелете передать эмоцию? Смотрите, можно, да, у черепа. Эмоцию можно словить в этом даже. И вот, мои дорогие, у меня такая же штучка есть. И тут, в этом конвертике, шли еще вот такие вот белые перчаточки. Понимаете? Тут аж пальцы начинают дрожать от удовольствия. Кажется, для чего эти перчаточки? А для того, чтобы одевать и брать вот этот череп, мои дорогие, в руки, знаете, и вот держать эту церемониальность. Вот такие вот у нас, девочки, захватывающие вещи продаются вообще в этом мире. Очень много всего интересного, да, и люди очень-очень талантливые, вообще много очень талантливых людей, мы с вами тоже талантливые, тоже можем всякое такое делать. Единственное, что остается, да, это я вам скажу, очень много есть крутых ремесленников, реально, и каждый из вас вот какой-то талант все равно имеет, кто-то рисует, кто-то вяжет, кто-то еще что-нибудь, может, вы еще не открыли эти таланты, да, но даже супер самый хороший ремесленник, золотые руки,
у него должен работать маркетинг, а продажи уже, да, это уже парафия других людей, которые продают. И некоторые, я знаю очень хороших людей, которые, ну вообще золотые руки, золотые вещи делают, крутые, да, но они, ой, ну все равно у меня ничего не продается. Или там картины красивые очень, да. А почему не продается? Потому что ремесленник сам продавать особо не может. Вот он с этим эгрегором денежным не особо дружит, да. И получается, для того, чтобы это колесо запустить, ему нужен тот человек, который будет это рекламировать и продавать, понимаете? А для этого есть другие люди. Есть ремесленники, есть купцы, да, и тут то же самое. Поэтому, девочки, если вы обладаете какими-то талантами классными, да, что у вас есть что-то, чем вы хотите поделиться с миром, почему бы это не должно быть оплачено, да, почему бы и нет. И то есть надо просто тот человек, у которого легкая рука и который умеет продавать, да, этот вот экономика, двигатель прогресса, реклама, двигатель прогресса. Поэтому, если вы что-то умеете делать, а оно у вас не продается, это не говорит о том, что вы хреновый там человек, да, или хреновый продавец. Просто, девочки, вам нужен именно тот человек, который не умеет делать точно такого же, но умеет, например, это продавать другим. Вот такие вот дела. Надо вытолкать этих всех непонятных, непонятные резинки для волос там или еще что-нибудь, товары с обихода, да. Давайте продавать мощу, девочки, да, лучшее с каждого, кто может, почему бы и нет. И, кстати, это для вас может быть реальным источником дохода, и можно даже не работать. И, например, у меня, например, мама любит вязать и шить вот таких вот, знаете, куколок с длинными ногами, я забыла, как они называются, да, коровочек всяких вязать интересных. Но она не умеет это продавать, понимаете, заниматься вот этим. Но если бы ремесленников объединить, а сейчас, кстати, есть такие сайты, где объединяют маленьких ремесленников, выставляют работы. У нас, кстати, есть один ремесленник, который из деталей сделал, по-моему, коня какого-то. Или еще, я не помню, кого именно такого, знаете, в натуральную величину. За 15 тысяч долларов у него это купил какой-то итальянец, понимаете, это еще и забрали все в Италию, этого коня из деталей, из старых деталей, такую красотищу. Ну что, мои дорогие, все, тогда будем с вами гадать, да. Сейчас поставим Jack of the Dust на место, валета пыли. И сейчас погадаем с вами на тему его мыслей и сны о вас. И начнем мы сначала с Вороньего Таро. И посмотрим, будет эта карта сигнификатором. У нас будет 4 варианта. И посмотрим его мысли и сны о вас. Мы будем рассматривать сны, девочки. Мы будем толковать его сны. Мы будем толковать его сны. Подключаетесь, девочки, открываем нашу форточку верхнюю, открываем нашу трубу, вылетаем, котики мои, вылетаем, полетать сегодня по ночному небу. Ну что, его мысли и сны о вас. Первый вариант, второй вариант, третий вариант и четвертый вариант. Выбирайте. Его мысли и сны о вас. Его мысли и сны от вас. За вас, девочки, и о вас. Слева направо будем смотреть. Слева направо выбери вариант. Как считалочка, да? На Таро. На Таро Вороньем посмотрим, что нам принесут птички. Что птички на хвосте принесут. И на Таро фамильяров мы посмотрим, там, где совушки, котики есть, волки есть. Посмотрим, что ему снится, и снитесь ли ему вы.
Я так думаю, если у вас был хоть какой-то с ним контакт, да, либо душами, либо телесный, вы все равно ему приснитесь, девочки. Вот я открываю вам тайну, хотя это не тайна, да. Если вы с мужчиной как-то коммуницируете, и он как-то на вас обращает внимание, вы все равно у него откладываетесь, образ ваш, да, на бессознании. И в зависимости от того, как нужны вы ему или не нужны, как его естество зовет его к вам или не зовет, дело в том, что если он не проявляется днем, у него начинает срабатывать его голова ночью, и вы ему снитесь. Понимаете? Это сродни с нам, когда нам снятся наши ушедшие бабушки, дедушки, родственники наши, да, которые нас о чем-то предупреждают. О той же смене погоды, либо о каких-то таких моментах, либо прям, знаете, дословно там предупреждают о чем-то, либо хотят что-то передать нам во сне. То же самое, по тому же принципу, только это среди живых, от мужчины к женщине. Ну что, первый, второй, третий, четвертый вариант. Его мысли и сны о вас. А фамильяров мы будем докладывать потом, каждому варианту. Ну что, поехали. Первый вариант, котики, давайте посмотрим. Его мысли и сны о вас. Шестерка пентаклей выпала. Во-первых, когда он засыпает и просыпается, девочки, он о вас думает. Он как, вот знаете, такие вот легкие мысли, да, когда он засыпает и когда просыпается. И вот, кстати, это важно. Жалко, что это общий расклад я делаю, да, потому что его можно так действительно углубить, потому что это очень с чем-то связано, девочки, как-то связано с вашим общением, потому что он от вас что-то хочет. В плане каком хочет, да, тут он имеет какую-то цель, которая еще впереди будет, да, и какая-то такая долгосрочная перспектива, вот конечная цель, и он ее знает. И из-за этого он либо перед сном, либо утром просыпается и думает о вас, чтобы не выпустить вас со своей головы. Понимаете? Он засыпает и просыпается. Вы у него мелькаете в голове. А вот даже вот возьмите, не этого мужчину, да, вот кто-то может подумать, а как этого я у него перед сном, и утром, и днем, ну, короче, когда просыпается, он может обо мне думать, с чего бы вдруг, вроде бы мы можем не общаться. А вы, девочки, вспомните, у вас есть, например, где-то какие-то бывшие. Вот иногда просто ни с того ни с сего вроде о нем и не хочешь думать, но вот как ты держишь в голове, непонятно, да? Есть такое. Я, например, себя тоже ловлю иногда на таких вот мыслях. И дело в том, что ваш, короче, перед сном думает, и когда просыпается, думает о вас. Но тут надо доложить без пока фамильяров. Что-то тут такое странное еще. Его мысли о вас. Девятка мечей. Он как-то не очень хочет сейчас как бы проявляться, девочки. Тут обида какая-то на вас идет. Он... А ну-ка. Перед тем, как заснуть и как проснуться, я о тебе думаю. Но это неспроста. Что-то тут... Это сейчас мы разложим. Что-то тут Таро не договаривает, да? Оно говорит, я думаю о тебе перед сном, и я думаю о тебе утром. А что ты думаешь? Для чего ты думаешь? Ну, короче, он еще с вами разберется, девочки, в прямом и переносном смысле этого слова. Вас ждут еще, либо это выяснение отношений будет, и у него такая долгостройная... Она сейчас как-то себя никак не реализовывает, да? Но это как-то вот он еще пережевывает в себе, это еще не сформировалось и не вышло, девочки, да? Это то же самое, что перед тем, как говорить, что, извините сейчас за выражение, если с него еще пока не вышла какашка, почему? Потому что он еще что-то не переварил, девочки. И это естественный процесс. Он идет, да. И дело в том, что он знает о том, что это закончится. И он вас не выпускает с головы. И выпадает суд. Знаете, я вам скажу так, если вы тут загадали какого-нибудь бывшего своего, да, которого вы где-то бросили, либо он обиделся, но бросили заслуженно, да, а если он обиделся, он такой, ну подожди, ты еще узнаешь, да, и он ждет как какого-то бумеранга, если это бывший. Если, девочки, это настоящий, возможно, это говорит о том, что это карта суда,
да, это когда находятся двое, а над ними кто-то. Это может быть ЗАГС, знаете, объявляю вас мужем и женой. Это может быть суд, да, если кто-то там алименты делит или еще что-то. Но и еще и как бумеранг, он надеется на то, что вот бумеранг еще летит в одну сторону, он еще не долетел до той точки, про которую я говорю, что он еще не дозрел, да, чтобы вернуться к вам. То есть он просто еще летит в ту сторону, и он знает, что он летит, и он должен вернуться. Это также может обозначать, что он ждет вашего какого-то возвращения. Но он еще пока не знает, как это будет происходить, но он знает, что, скорее всего, возвращение будет. Либо будет та точка, когда вы встретитесь, и все как отрезало. Он... Ну, тут еще что-то больше идет. Подождите. А хорошо, а что там в этом зеркале? Рыцарь кубков. Это в зеркале рыцарь кубков. А что есть, стоит перед этим зеркалом? Вот смотрите, да? Он, когда смотрит в зеркало, он видит себя рыцарем кубков. А то, что отражается в этом зеркале, то есть это отражение. А то, что есть на самом деле, вот он выпал 21-м старшим арканом, а он ждет 20-го. Он что-то задумал, девочки. Но вот эта его задумка, она не реализовывается прямо сейчас. На это либо даже... Блин, год уйдет, это 100 пудов. Но до конца 21-го года это точно что-то... Он что-то, девочки, ждет от вас. Но это какой-то естественный процесс, который идет внутри него, да. И, блин, я тут вам, может, не очень эстетически красивый пример привела про какашку, да. Может, нельзя это говорить. Но дело в том, что вот как раз по нем, как по трубам вот это проходит, понимаете? Как что-то льется по нем, но еще не дозрело до конца. И будет это. Слышите, мне только хорошо, но как это со снами связано? Он либо во сне что-то видел, что с вами будет? Что он видел во сне? Да, девочки, тройка пентаклей вышла, тут двойка пентаклей, шестерка пентаклей. Он что-то видел во сне, он видел явь во сне. И у него будет дежавю. В 21 году, оно не сейчас будет, это очень сильное какое-то дежавю будет. Но это будет в 21 году, связанное с вами. И оно как будто бы, вот так, оно только начало... Вот конец этого бумеранга, когда он прилетит к вам, это будет дежавю, связанное с вами. Вы опять... Кто-то сойдется, кто-то не сойдется, но реально вас прям сведет с этим мужчиной что-то, и такое дежавю будет. И если даже вы сейчас вместе, вот он вам даже скажет, ты знаешь, вот там очень сильный всплеск будет. И он вам даже может сказать это, ты знаешь, я там не поверишь, я видел, я не видел, там, короче, что-то расскажет такое. А давайте еще посмотрим, а что это? Тройка кубков. Хорошо, про тебя. А что именно про тебя? Верховная жрица, девочки. Блин. Я вам скажу так, мои дорогие ведьмочки. Вот знаете, если ваш мужчина, если не знает о том, что вы ведьма, то в 21 году, вот пока он длится, да, может в конце, может у кого-то в середине, да, то я вам скажу, что вы ему покажете свой полет на метле. Вот реально. И фишка в том, что этот будет полет чуть ли не наяву, да, потому что он будет как-то дежавю от сна. И дело в том, что вот вы как-то магически прям вылазите из зеркала. Прям, знаете, как вот фильмы ужасов взять, если, да, и там кто-то с зеркала выходит, да, и непонятно, то ли сон, то ли явь. Так у вас какая-то такая фишка с ним будет. Ему, вот, даже, знаете, вот это тут реально сон выходит. Вы как из зеркала выходите. Но фишка в том, что он видит там себя, а на самом деле, я даже не знаю, как это объяснить. Вот тут вот, вот эти вот карты две, да. Подходит чел к зеркалу и видит в зеркале вот себя. Вот так вот он смотрит и видит себя. О, окей, я красавец.
Я такой вот рыцарь кубковый, да? А мы со стороны зеркала на него смотрим. И что мы видим, девочки? Себя. Вот прикиньте. А так могут видеть только экстрасенсы, только ведьмы, девочки. Вы так ему просто выверните его наизнанку. Офигеть, конечно, да? Раскладик. Но это мне хотелось просто, знаете, как я и мои козы, да, то есть погадать на тему, что же он видит там во снах. Но на самом деле в этом сне, его сне, я вижу вас, которая переворачивает его реальность. Выворачивает его реальность настолько, что ему вообще непонятно, сон это, либо реальность, девочки. Вы им владеете. Вот вы им владеете, девочки. Вот этот мужчина, это реально ваш, ну, раб. Нету равноправия у вас в отношениях. Равноправия нету. Он ваш раб. Он служитель культа Верховной Жрицы. Вас. Служитель девочки. Культа вашего. О, кстати, я сегодня, вот, кстати, уже загрузила, пока ехала, да, видео для вас сняла, но это будет на втором канале. Это будет про старинную ЖД-станцию, девочки. И вышел к нам этот... Смотритель станции. Смотритель станции, где останавливаются поезда, точнее электрички, больше там ничего не ездит, и останавливаются, но туда никто не заходит. Из поездов никто не выходит. Прикиньте. Почему? Потому что в ближайших населенных пунктах, ну, как бы никто туда не ходит, да, и автобусы туда не ездят, ни маршрутки туда не ездят, и людей там практически нет, кроме одного станционного смотрителя на этой старинной ЖД-станции. Но я хотела вот показать побольше, как там сделаны стены, девочки, с руками, с отпечатками пальцев. По всей высоте здания отпечатки пальцев. И за этим я тоже поехала, да. Но вышел смотритель, и такой смотритель, на станции вообще нету людей. Иногда там какие-то туристы зайдут, но он в начищенных ботиночках, он постоянно в униформе. И пиковый, девочки, он чертов пиковый, потому что он темный. Там, может, на видео не особо будет видно, я, ну, не хотела смущать человека тем, что я его снимаю, да, но у него темная, как загорелая кожа. Он азиатской внешности, но он такой якут, что ли. Да, вот я в те народности не знаю, но нет, не узбек, не татарин. А девочки, вот туда куда-то, туда, не знаю, жалко его крупным планом не взяла. Но вот, а почему он пиковый? Потому что он постоянно в униформе, даже там, где никто не ходит. И, девочки, он отличается, контрастен по отношению к другим людям и сам к себе, и постоянно в униформе. Там вот, и он нам рассказывает про это здание. Вот видите, такой настоящий смотритель станции, да. Ну ладно, ну что, поехали дальше. Давайте посмотрим второй вариант. Его мысли и сны о вас, девочки. Второй вариант. Король мечевой. Боже ты мой. Король мечевой. Какие у него мысли о вас? Восьмерка мечей. Скучает, девочки. Вот этот мужчина по вам скучает, тоскует. И когда вас нету рядом, встречаетесь ли вы, либо не встречаетесь, все равно у этого мужчины постоянная по вам тоска. Даже если он сидит в машине, вы пошли в магазин, он уже тоскует. Если вы долго с ним не общаетесь, он уже тоскует. Он очень как-то вам привязан, но именно через вот эту вот нить тоски. Так, давайте еще посмотрим. А его сны? Какие у него сны о вас? У него сны, колесница, девочки. Сны о том, как он едет к вам. Либо вы едете к нему. А что еще? Восьмерка мечей, восьмерка жезлов выпала. Вот это вот интересно. Это не совсем сны. Это во снах, в дреме
какое-то продумывание, продумывание своего пути к вам. К вам из-за тоски. Из-за тоски. У него очень сильное вот это вот чувство, знаете, привязанности, да, когда, например, мы далеко вот живем с кем-то. А возьмите вот кого-нибудь, свою котика, собачку, да, домашних даже животных. Или возьмите, кого вы оставляете дома, а потом уезжаете далеко и скучаете, да. Смотрите фотографии там или еще что-то. У меня тоже иногда до маразма доходит. Я включаю, девочки, представляете, ставлю телефон на специальную программу, ставлю телефон на специальный шест такой, и в этой специальной программе я могу включить вспышку, которая постоянно как фонарик работает, и онлайн следить за своими домашними питомцами. И когда я в дороге еду, я иногда включаю себе эту камеру и смотрю, как они лежат там на кроватке, мои коты, собаки, понимаете? И вот почему? Потому что я скучаю, да, потому что где-то находится, и мне хочется туда приехать к ним. И получается, у вашего мужчины к вам вот такая вот тоска, понимаете, тоска. И она и во сне, и наяву эта тоска. 2 восьмерки выпало. И во сне, и наяву он тоскует одинаково. И вот это полудрема, транс-дрема, девочки, и он в этом, он входит в какое-то даже специальное состояние, где он не просто представляет, он в голове едет к вам телепатически. И обратите внимание, а почему вы его вот здесь даже загадали? Вот на этот вариант загадали этого мужчину. А давайте еще посмотрим его мысли о вас. Ты же моя девочка, ты моя королева. Король тоскует по королеве, девочки, вот почему. Король тоскует по королеве и днем, и ночью. У вас связь с ним не разорвана. Даже если этот бывший, девочки, вы с ним не разорвали связь. Вот эта связь осталась, и он по этой связи с вами по вам тоскует. И, скорее всего, вы тоже по нем тоскуете. Или, может, вам знаки какие-то идет. Потом, ну, короче, тут много всего, девочки. Это не разорванная связь у вас. Неразорванная связь. И карты такие еще, знаете, сами по себе даже говорящие. Вот она, ваша связь, девочки. А что ему снится? Что ему снится? А нет, девочки, вы не именно во сне у него. Вот вы у него в полудремах. Он как в трансе к вам взывает. А сны у него такие, свои глубокие сны. У него свои глубокие сны, а вот именно в полутрансе, в полудреме, в дреме какой-то, да, он как будто бы едет к вам. Как будто бы вот он закрывает глаза, дремает, вот как мы в автомобилях или в поездах, или в автобусах где-то едем куда-то далеко, да, и так нам вот от постоянного этого жужжания мотора хочется задремнуть, да, и вот он, и вроде бы мы и не спим, и вроде все слышим, и в то же время уже какие-то картинки идут. Он в этом состоянии, как к вам, девочки, едет такой. Такое сильное желание. У вас не разорвана связь. Если вы загадали здесь бывшего, девочки, то смотрите, надо как-то либо проработать это разрыв отношений, да, то есть разорваться с ним на ментальном уровне, потому что это действительно может мешать вам устроить жизнь другим королем. И вот этот мечевой король может не пускать к вам других. То есть это распространенная может быть ситуация, когда вы вот зависли, и вроде бы с ним, это я говорю для тех, кто не встречается с этим мужчиной, или это бывший какой-то ваш, да, и вот есть эта связь, есть, но и не вместе, и не врознь, да, и вроде думаешь, что-то я о нем все время думаю, потому что у вас связь не разбита еще, девочки, но тут там, где один король, там еще 3, да, то есть если вы хотите найти другого, вот с этим надо, девочки, финита ля комедия, да, надо разорвать с ним связь. Просто разорвать. Даже вот когда вы настраиваете себя, полностью игнор какой-то, выбивайте его из своей головы тогда. Потому что если будете о нем периодически вспоминать, это, знаете, как эти вот тентакли, да, будут завязываться, и опять это вот
непонятно что быть. Так что будьте осторожны. Но если это, девочки, это ваша пара, если вы загадали здесь своего мужчину, да, то этот мужчина очень к вам привязан и очень сильно по вам тоскует. Очень тоскует сильно. Никуда без вас. Король и королева, пара. Вот такие вот дела. Ну, давайте посмотрим третий вариант. Ну что, давайте третий. Что он мыслит про вас, девочки? Что он мыслит? Восьмерка кубковая. Ну, хорошо. Хорошая, девочки, карта выпала. Он о вас говорит. Он о вас говорит, девочки. Вот даже либо сейчас говорит, либо недавно разговаривал, либо сейчас скоро будет о вас говорить. А что он снит про вас? Королева кубков. Любимая женщина моя. Моя любимая женщина. Влюбленные девочки. Шестой старший аркан. Восьмерка кубков. И говорит о вас постоянно. И думает о вас. Представляет ваш образ. Это, девочки, тем более если кубковую, то это, знаете, либо мать моих детей, либо будущая мать моих детей. Не просто там невеста, да, а та женщина, которая мне дана. Та, которая принесет мне счастье. Карта влюбленных. Он любит, девочки, вас. Это любовь. Это влюблёв. Любовь, девочки. Хорошо, а что ему снится? Боже мой, девятка кубков. 4 карты и все кубковые. Ну... И королева пентаклей выпала. Королева кубков и королева пентаклей. Знаете, что я вам скажу? А классно-то вы умеете перевоплощаться, мои дорогие, да? Некоторые про вас могут подумать, что это дамочка с двойным дном, либо с двумя лицами, да? Двуликая женщина. Но не в плане том, что вы лицемерная, нет. В плане том, что либо у вас реально актерский талант очень сильный, и даже вы можете за собой не замечать, но действительно, да, вот дар актеров, да, дар... что-то, я не знаю, ну, играть роль, показывать эмоции так, чтобы это было понятно большому кругу людей. Короче, у вас актерский талант есть. И дело в том, что вы обладаете большим даром, девочки, когда кубковая и пентаклевая выпадают вместе как характеристика девушки, да, это говорит о том, что когда вам нравится мужчина, вы можете принять любое обличие для того, чтобы ему понравиться. Панночка, понимаете, гоголевская. Сегодня ей надо, она может в образе старухи, не стесняясь, по городу пройтись, да, а может быть такой красавицей. И фишка в том, что когда вам надо понравиться человеку, либо вы ему хотите понравиться, 90% людей, которым вы хотите понравиться, будут вас видеть красавицу. И только немножко таких вот людей, которые, знаете, плохо пробиваются, они могут в вас видеть то, что они видят, да? Ведьмовское такое. И как вы думаете, почему мужчина такой в вас влюбленный? Потому что вы его влюбили, девочки. Вы влюбили этого мужчину в себя. И это не то, что вы вот такая вот белая береза, да, а из-за того, что вы можете показаться, какой бы вы ни были, осинкой, березкой или еще пальмочкой, да, вы можете принять образ той, которая 100% понравится тому мужчине. Короче, вы можете тыкать любого мужика и хотеть ему понравиться. И вы прям, понимаете, как хамелеончик изменяетесь, да, и чтобы понравиться. И все, и у мужика едет крыша. Это дар, девочки. У вас тут, вот как говорят, сценический дар. Станиславский. Верю, не верю. Так вам верю, понимаете? Да, бывает где-то, может быть, проскоки, но у вас реально сценический дар. Это дар. И не то, что там, как знаете, как смотрю программы, пусть говорят, мне эти некоторые уже просто там обрыдли, надоели, да, невозможно там под кофеек что-то утром посмотреть, да, потому что там вот эти вот все, вы не понимаете, что значит искусство, или мы такие все прям раз такие, да, или там какие-нибудь актеры одной роли.
И все они типа заслуженные. А в вас реальный такой дар, понимаете? Сценический дар. Если вы не актриса, то вам почему бы не попробовать, девочки? Или очень хорошо этим пользоваться в жизни. Вот раскачивать прямо эту тему. Потому что смотрите, как вы тут этого мужика просто... Он поплыл. Он реально поплыл. Потому что он видит вас, вот эту королеву кубков, когда на самом деле вы королева пентаклей. Понимаете? Вы настолько вот сейчас панночка, да, которая прям на нее смотришь, глаз оторвать не можешь, девочки. И он не может от вас оторвать глаз. Ведьма, которая его просто свела с ума. Зеленые глаза там. Просто песню сейчас какую-то вспомнила такую. Прям не оторвать, понимаете, девочки? Ведьмовское очарование. И это вам не эти, которые там в этих, пусть говорят, все что-то делят, не делят, актеришки, да? А тут талант, реальный талант. Ну ладно, давайте посмотрим. А что он видит в снах? Десятка пентаклей. Ладно, шестерка мечей. Ну-ка, ну-ка. А хорошо, а не в снах, а наяву что он видит? А в вас что он видит наяву? Что он видит наяву в вас? Девочки, с ним нельзя до конца заигрываться, потому что вот этот мужчина склонен к суициду. Он может о вам это не говорить, вы можете этого не знать. Но дело в том, что вот вы можете с ним играть, любить, не любить, что хотите, но у него мысли о суициде появляются вообще по жизни. Он склонен к суициду. Это тот, который может сам себя ликвидировать, этот мужчина. Знаете, как на амбразуру броситься, там еще что-то. Ну, короче, у него такая вот, не то что нестабильная психика, у него стабильные мысли в таком... У него не очень хорошие мысли, это мягко сказано, вообще о себе, о своей жизни. Но давайте еще. А какие его мысли о вас? Любовь, девочки. Но вот немножко копнула не про любовь к вам, то там какие-то такие... Вообще мрак, девочки, у него. Там тревоги, но какие-то такие депрессники странные. Я бы не сказала, что это депрессняк. Он либо как хорошо скрытый депрессняк, как будто и он актер хороший. Вот в плане том, что, знаете, никогда не скажешь, что он в депресснике каком-то. Но либо по взгляду, либо по какому-то долгому молчанию что-то можно покопать. А он вам очень сильно поддается. Он, девочки, вам верит. А давайте еще посмотрим. А как вы ему снитесь? Снитесь ли вы ему? Девятка пентаклей. А наяву? У него какие-то мрачные мысли идут. Про его жизнь вообще в целом. А к вам любовь, девочки. Сейчас я нащупаю. Что ж такое-то? Вот. Что с тобой не то, дорогой? Что с тобой не то? Девочки, тут есть такой момент. Это не столько соперница, сколько... Что она делает? Какая-то плохая женщина возле него есть. Плохая женщина, девочки. Очень плохая женщина возле него есть. Это не вы. Женщина, которая... Ну, не то, что вампирит его, которая как зла ему желает, да, и радуется, когда у него все плохо. Но тут может быть, девочки, и мать, и там и его какая-то там пассия, если вы в треугольнике любовном, да. Но кто-то есть нехороший, который на него, ему желает зла.
Это к вам не относится, но влияет на его жизнь. И он какой-то такой странный, возможно, что на него магичат девочки. Это не просто приворот какой-то. Тут какая-то такая, знаете, липкая, противная волосатая магия, да? Подождите, я даже скажу вам, что это. А я сейчас даже носом немного так шмыгнула, как будто мне воняют. Но это какой-то специфический запах. Вот как, вы знаете, как деготь. Что на него делают? Что это на него делают? Что это? Короче, там выпадала королева жезлов, которая хотела бы, чтобы он был ее жезловый, чтобы он был ей парой, девочки. Но это может быть и мать. Это может мать, которая, типа, знаете, такая старая колдушка, которая спасает сына от всех ведьм, которые хотят на него кинуться, понимаете? Либо это какая-то вот женщина, которая, она не желает ему добра. Но тут ни зависти нету, какое-то вот, какое-то говно есть. Реально говно от другой женщины он словил. И повешенный выпадает. Это работа, девочки, на колдовство. Чтобы он какие подчинялся, чтобы был с ней как одной крови, да, и что-то тут такое вонючее было. Тут было что-то жидкое и вонючее, девочки, это было жидкое и вонючее. Жидкое и вонючее было. Девятнадцатый старший аркан солнца. Что-то было. И башня. 16 и 19, шестерка и девятка. И шестерка и девятка переворачивают. Ну, короче, там до этого было слабо, девочки, но тоже шло. На него что-то такое колдовство, жидкое и вонючее, да. Но оно связано с тем, чтобы как бы он был достойным, чтобы он ничего не потерял, но это принадлежало бы ей, понимаете? Но влезла в это все. Эта работа уже давно была, она еще была до вас. До вас еще была. Вот как будто он и то, что он умеет делать, или то, что ему принадлежит, оно должно рядом быть с другой, типа, да. А получается, а ему голову от вас сносит. И что это? Что это такое? Подождите, девочки. Не, на вас-то влияния никакого нету. На вас пусто идет, да. Но странно он как-то... Вот на этой пентакле тоже выпадает, девочки. На этой четверке пентаклей странно выпадает. Пентакля вроде бы к вам относится, да? Блин. Тут что-то такое. Знаете, что бы я бы сделала? Вот реально, да? Вот по ощущениям, что мне идет, да? Сейчас, секунду, покажу вам. Смотрите, берете какую-нибудь копейку, которая находится в ходу, девочки, да? Главное, чтобы она в ходу была. Вот я взяла сейчас, достала со своего мешочка 1 злотый, да? 1 злотый, да? Это польские монетки. Смотрите, там было что-то вонючее, девочки, да? Реально вонючая. Я бы как сделала? Берете ладан. Вот у меня сейчас на столе ладанки нету, да, оно на другом столе. Ну ладно. Берете монету, которая находится в ходу, и ладан. Берете пинцет какой-нибудь, чтобы лапки не обжечь, да, и держите просто на свечкой, пинцетом. Вот так вот держите. Или вот так вот держите. 1 ладан прямо на этой монете. И держите, чтобы он расплавился, да. Когда он расплавится полностью, вот полностью на монетке будет, эту монетку уже с засохшим ладаном либо ему можно дать, либо чистить.
Не бойтесь чистить вот этот ладан, который будет, и оставьте себе его, положите куда-нибудь на блюдце, пусть оно у вас там на блюдце и лежит этот ладан. А эту монетку берете и отдаете ему, и пусть он ее разменяет, понимаете? Либо дать ему вместе с ладаном застывшим вот это вот, типа, а ты скажи, это денежный талисман. Ай, ну, от чего не говорите ничего, просто скажите, это денежный, пусть у тебя в кармане валяется. Либо подложите ему сами куда-нибудь, да, потому что вот его аж хочется вот этого от вонючего чего-то защитить. И дело в том, что вы пентакливая, вы монетками это все можете сделать. Не надо заговоров, ничего. Вот это вот с ладаном, оно спугнет, оно уберет, разменяет эту работу, которая на нем была. Ладно, дорогие мои, вот такой вот был вариант. Он запутанный. Не то, что вариант, это мужчина, девочки, ваш немножко запутанный. Но так вы его можете вот чистануть, да? Почему? Потому что вы выпали тут как ведьма. Там была жезловая дама, которая хочет, чтобы он был жезловым королем. Он идет с любовью к вам, но значит не с любовью к ней. Но она может хватануть его за это материальное. Поэтому мы размениваем ладан, размениваем монеткой, пускаем через него. Ладно, ну что, давайте посмотрим четвертый, девочки, вариант. Его мысли и сны о вас. Давайте посмотрим. Его мысли и сны о вас. Пятерка пентаклей. Вы ему снитесь, когда идет дождь, девочки. Когда какие-то сильные туманы, дождь, снег, да. Вот когда что-то такое вот шумит за окном в темноте, то вот вы ему снитесь тогда. Когда погода меняется, да, то есть было холодно, становится резко тепло на следующий день. Вот тогда вы ему снитесь. Давайте посмотрим еще, снитесь ли вы ему и как. А он думает о вас, и не только во снах. Он думает о вас. А во сне хорошо что? А во сне... Во сне он как будто бы либо теряет вас, да, либо теряет какие-то предметы, связанные с вами, да, и вот он такой вот как по карманам стучит или вот как-то смотрит на руки свои, а там ничего нету, что связанное с вами. А потом он днем об этом как-то думает, но в какой-то видоизмененной форме. Если с ним вы видитесь, значит, знаете, вот днем вы с ним видитесь, и вы с ним там разговариваете и все остальное, и он как-то... Он во сне не боится того, что он что-то теряет, связанное с вами. А в реале, типа, он спокойный, девочки. А во сне как будто вот неожиданно что-то потерял, но еще не, как говорится, не испугался. Но какие-то вещи. И именно, девочки, когда... О, нифига себе! Это то есть, когда дождь идет, то есть какой-то снег, что-то падает, да? А ему снится, что он теряет что-то связанное с вами во сне. А наяву он почему-то, да, он думает о вас, да? И он помнит эти сны, причем, что он что-то теряет. Он помнит их, да? Умеренность. А к чему эта умеренность выпала? Верховного жреца. Да он сам свои сны хорошо толкует. Верховный жрец. Причем и даже в точку. А знаете, он еще разговаривает, когда с вами, да? Либо он может даже о снах с вами разговаривать, да? Либо что-то вот... Он разговаривает с вами не простыми словами. Он разговаривает с вами либо как на двух языках, девочки, я такого не могу понять. Либо вы с ним говорите на двух языках, да. Он и ваши слова знает, и свои, и получается с вами разговаривает на такой билингвизм какой-то идет, да. Два языка с вами. Он не говорит на одном языке с вами, на двух говорит языках. Хорошо, давайте еще посмотрим. Императрица, верховный жрец, императрица. Он считает вас, девочки, очень красивой, и вы в одном и том же виде приходите к нему и во сне, и наяву.
Но какой-то подвох тут все равно считывается. Сейчас я найду его. 2 старших аркана. И во сне, и наяву. Какие у него мысли о вас вообще? Ха, ну конечно, девочки. Вот хотите верьте, не хотите нет. Вот знаете, что он про вас думает? Что он про вас думает? Что вы либо колдуете на него, и он это знает, либо он проверяет, либо вы ему сами сказали. Но он, как говорит с вами на 2 языках, то тоже не зря я говорю это. Вы можете проверить, девочки. Вы, может, даже не замечаете, но, скорее всего, он как вот он знает, что вы либо магически, либо колдуете на него, либо вы сама ведьма и колдунья, да, и он какими-то такими словами говорит, чтобы вас где-то расковырять, как говорится. Чтобы вы сами себя где-то выдали, если у вас еще не зашло общение до этого. Либо он видит, ну, знает, что вы ведьма, и все. Колдунья, девочки. Либо он, даже если не знает, что вы ведьма и колдунья, но где-то, может быть, подозревает, что вы где-то колдовали, и он задает какие-то наводящие вопросы, чтобы у вас где-нибудь пульс сработал. Ага, типа, понятно, я тебя словил, знаю теперь. Потому это двуязычие у него идет. Двуязычие. 2 языка. Типа, давай я тебе с тобой поговорю, как физик с физиком. Физик-ядерщик с физиком-радиофизиком. Ну, типа, мы же поймем друг друга, а остальные не поймут, правда? Он интересный, девочки. Он такой, знаете, капканы любит расставлять, охотник. Давайте еще посмотрим его мысли о вас. Карта дурака. Боится, что вы обведете его вокруг пальца. Но еще какой-то страх такой есть у него, девочки, при общении с вами. Он его далеко держит внутри себя, оно на картах не хочет проявляться, значит, он не будет это проявлять. И он еще, знаете, хорохорится. Но вот это, знаете, тип вот этого мужчины, девочки, вот вообще, да, по характеру, по поведению, Робин Гуд, вот, да, лесной такой человек, земной король, возможно. Крестовые девочки, может быть. Тут такие вот типажи пошли, да? Робин Гуд. Эх ты, Робин Гудик. А какие у него мысли о вас? 21 стража. Ну, типа... Да он о вас сломает, девочки... Вот отношения Робин Гуда и королевы английской. На тот момент, кто там была, Кровавая Мэри или кто там, девочки, я, честно, не помню, да. И вот вы королева Англии, да, а он Робин Гуд. Типа такой хороший бандюган, разбойник, который по лесам отбирает драгоценности у этих всех богатых и отдает их бедным. Сам же является разбойником, да, таким вилами по воде писано. То ли разбойник, то ли такой добродел, да. И в то же время, смотрите, на кого он засматривается. Не на какую-нибудь разбойницу, которая там из леса, или крестьянку, да, а на королеву. Но к ней вроде бы, знаете, вот у него как-то подход к вам, он до конца не определил. Но он знаете, какой у него подход? Как на Тетерева, понимаете? Он охотится, он типа, раз Тетеревы попадаются в мои ловушки лесные, в капканы мои, ну, а что, королева, она что же живое существо? Значит, в мою ловушку и попадет, да? Он вот такой вот какой-то ловушки расставляет, свои упертые ловушки, которые он умеет расставлять. Он такой вот лесной человек какой-то, ваш мужчина этот. А хорошо, а сны? Сны. 17-й старший аркан. О, а во сне, девочки, вот я говорю, что он видит вас как королеву Англии, а он Робин Гуд. А во сне-то он видит себя королем, понимаете, императором. Император такой. И про которого никто не знает, что он... А он видит себя, он спит и видит себя императором. Королем таким. Либо это вот такая вот, знаете, такая ловушка на вас.
Ну, типа, все бабы курицы, и если я все время на курица охотился, какая бы она супер курица ни была, но она курица, значит, и на нее подействует мой аркан. Но это я в таком сравнении, не то, что там кого-то курицей называю, а именно вот, знаете, вот технология охотника у него такая. Все, всякое животное в мой аркан, ой, в мой капкан да попадет. Причем он просто успешно верит, что в этом его капкане будете вы. А почему он в это верит? А потому что он видит, спит и видит себя королем. Вот такие вот дела. Ну, на этих картах так интересно, девочки. Мне вот такие вот интересные... Тут по-другому гадается. Но, конечно, фамильяров я уже здесь не выложила. Так что, девочки, уже не буду выкладывать уже, что там, уже в другой раз на фамильярах погадаем. Тут потому что и без фамильяров было интересно. Я думаю, вам понравилось, котики мои, мои ведьмочки дорогие. Сегодня, блин, показала много всего такого, знаете, ведьмовского, действительно нашего. У нас такие ведьмовские посиделки были возле костра. Все, спасибо, мои дорогие, за внимание. Желаю, чтобы у вас сегодня было все хорошо. Супер вечерочек был. Посмотрите еще, мои дорогие, видео. Сейчас я его на втором канале выложу про эту станцию станционного смотрителя. Интересно, что он показал. Ну, слава богу, он не спросил, куда это и зачем, да. Ну, он, наверное, к туристам привык все-таки. Но там дом с этими руками. Или, девочки, если вы хотите посмотреть более конкретно своего мужчину, и у нас есть гадание у Пикового, он уже выложил, только про секс, девочки, вот реально про секс. У него будет не такие ведьмовские темы, как у нас здесь, но будет тоже интересно. Мужчина, который хочет, будет гадать на других мужчин, которые тоже хотят. Все, мои дорогие. Спасибо за внимание. Люблю вас, целую, обнимаю. Гороскоп, девочки, снимаю. Он у меня в процессе. Просто у меня отодвигается. Там где-то я не успеваю и все остальное. Если бы у меня было так, что я, например, все, в 6 часов вечера сажусь и снимаю гадание. Так у меня то это, то в дверь позвонят, то мне ехать надо, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь. И, короче, но я сейчас стойко доснимаю все гороскопы. Но не хочется, чтобы, ну, так, знаете, на отъебись, грубо говоря, было. Я хочу, чтобы красиво про каждый знак зодиака было. И буду их врозь, девочки. Не то, что там овец, телец, близнецы и так далее. Да? Буду так вот рандомно выкладывать гороскопы, чтобы никого не обидеть, мои дорогие. Все, спасибо большое. Пока-пока.